Да, в жизни есть нечто другое, и мы это познали, и мы вот вам оставляем это послание, да, что ищите это. Каждую ночь практически я находился в измененном состоянии сознания, очень таких сильных. В каком-то смысле это были сатори на протяжении 3 месяцев. И были показаны очень разные измерения, начиная от того, что можно назвать адом, то есть вот мир ада, и очень тяжелые пространства, не человеческие, не физические. И было показано то, что можно назвать раем, то есть это абсолютно вот экстатические формы существования, энергии. И вот весь спектр, да, я просто проживал очень глубоко. Практики, которые чистят относительные уровни, они помогают, потому что, чтобы открыть некие более сакральные зоны, требуется ресурс внимания. Любая боль, любой дискомфорт – это способ системы привлечь внимание, чтобы начать решать эту проблему. Да пусть будет открыто, иначе мы умрем тут. Так. Вот и проверим, кто ради учения готов умереть. Знаете, несколько он курил, и дышать нечем было. И какой-то человек, европеец, пришел к нему на сатсанг. Я в какой-то момент не выдержал, говорит, ну откройте хоть форточку, ну невозможно, тут прокурено все, еще он курит. Человек говорит, вон отсюда, говорит, если вас это останавливает, чтобы слушать учения, говорит, вы тут не нужны. Я еще выгнал его. Потому что хотя бы не курим, это не... а я бы мог закурить, да? Привет, друзья! У нас в гостях Сумиран. Вот на этой веселой ноте мы начинаем. Спасибо большое, что пришел к нам, откликнулся. Спасибо за приглашение. Хотелось бы с тобой поговорить по поводу практик. Сейчас бытует мнение среди мастеров, и они разделились на 2 лагеря. Это те, которые говорят, что практики нужны, и те мастера, которые говорят, что практики ни к чему не приводят, и они не нужны. И большое смятение сейчас в умах у практикующих людей. Я слышу, люди пишут, замечаю это. И давай мы с тобой поговорим на эту тему. Как ты считаешь, нужны практики? Приводят они к развитию, к пониманию? Но если человек мне такой вопрос задает, то ведь практика, получается, это некий инструмент. И я бы человека спросил, а какова его цель? То есть, что он хочет. Ну, когда мы говорим, что-то нужно или не нужно, допустим, нужен ли мне автомобиль? Вопрос, собственно, как я собираюсь жить, функционировать, да, и в зависимости от этого будет ответ. Поэтому, соответственно, важно понять, что человек хочет, практикует, да, куда он двигается, для чего ему практика. Почему он вообще этот вопрос его интересует? Ну, стандартная схема у ищущих. Первое – это избавление от страдания. И более уже такие продвинутые, упертые, ищущие уже употребляют такие термины, как освобождение и просветление. Соответственно, это же, на мой взгляд, вопрос эксперимента. Если я, допустим, беру практику, начинаю ее делать, и смотрю на результат. Если во мне что-то меняется, и меняется в ту сторону, куда я хочу, чтобы это менялось, соответственно, это инструмент мне полезен. Если он мне не дает ничего из того, что я хотел, так я ожидаю от практики, соответственно, он бесполезен. То есть это, на мой взгляд, это вообще не вопрос к третьему лицу. Вот, спрашивать мастеров, мне это надо или не надо. Потому что люди там не спрашивают, мне надо там сексом заниматься или не надо, мне надо детей. Ну, иногда и это спрашивают, на самом деле. Вот. Но мне это не очень понятно, почему третье лицо должно определять необходимость чего-либо, включая практику. То есть я, допустим, много практик делал различных. Какие-то я потом оставлял, опять по причине того, что они мне лично давали эффект, который я считал не стоит усиливать в этих практиках. Какие-то практики я для себя оставил. Да, вот те, которые мне давали, скажем, чувство изменения, чувство движения туда, куда я хотел двигаться.
И мне совершенно не важно было, ну, что говорят там третьи лица, включая мастеров. Да, это мой личный опыт. Если мне это помогает, и я это чувствую, я это оставлял. Если это перестает мне давать что-то необходимое, тогда я это оставлял. А что ты искал? Ну, вот как раз эти два момента, можно сказать, есть относительный аспект изменений, да, когда мы говорим об уменьшении, скажем, чувства конфликта внутреннего, да, об уменьшении эмоционального стресса. Да, это все ощущаемо, это как некий элемент относительного выздоровления. То есть, когда мы даже физически болеем, если мы начинаем лечиться, то это субъективное ощущение, что ты выздоравливаешь. Да, ты чувствуешь себя лучше, и ты это знаешь. Да, если врач, допустим, говорит, что вы здоровы, а при этом тебе очень плохо, то, ну, собственно, мнение врача, что оно значит, да, если я продолжаю чувствовать себя больным. Вот. И есть чувство психологического выздоровления, когда ты меньше, скажем, подвержен негативу, меньше подвержен каким-то стереотипным паттернам поведения. Да это ты видишь, это, ну, это абсолютно наблюдаемый процесс. То есть оценивая свои реакции, да? Ну, это, да, рефлексия, некая форма оценки, и эта оценка не только действия, это оценка ощущения, что ты становишься более позитивен, более расслаблен, более спокоен. И, соответственно, это одна из задач, которую я, собственно, ставил себе. Это, ну, как бы терапия в относительном смысле, да. И, естественно, была задача, ну, максимум, как реализация, как некое стремление к какой-то абсолютности. То есть это тоже, ну, как, опять, да, как задача максимум, да, она стояла. А откуда, извини, я буду по ходу дела просто накидывать вопросы, а откуда пришла идея об этом абсолюте? То есть почему вдруг решил идти к абсолюту? Ну, это отклик, потому что, как правило, мы узнаем об этом аспекте, вот запредельном, да, о Боге или об абсолюте, о чем-то высшем. Обычно, конечно, мы узнаем это двумя, может быть, путями. Это внутреннее чувство, что это есть, это некое ощущение, что есть что-то за пределами того, что ты знаешь, да, какое-то измерение. Как будто бы хочется вспомнить, да? Да, то есть это, ну, можно сказать, тоска, некое стремление, которое рождается изнутри. То есть оно не, может быть, не спровоцировано внешними факторами, это просто что-то вот рождающееся внутри. И второе, конечно, это когда человек сталкивается с какими-то источниками, которые оставляют уже Будды, да, и просветленные предыдущих поколений или современников, это книги, да, где говорят, что да, в жизни есть нечто другое, и мы это познали, и мы вот вам оставляем это послание, да, что ищите это. Вот. И в моем случае, наверное, это все наложилось, потому что я уже, ну, 21 год читал, конечно, и Лао Цзи, и чуть позже там Рамана Махарши, Гурджиева, Оша, Кришнамурти. Да, то есть это все, ну, очень четкие указания на существование чего-то за пределами обычной формы восприятия, реальности. И у меня был свой очень, ну, глубокий, очень яркий опыт на протяжении длительного времени, да, как некая инициация, вот просто энергетическая, которая тоже была, ну, такой силой, что мне выбора не оставили, как это искать, откуда это пришло. Это то, что называют сатори? Сатори. Ну, сатори обычно это все-таки такая кратковременная вспышка. У меня вот первый период такой, скажем, ну, то, что опять может быть инициация, он длился около 3 месяцев. То есть каждую ночь практически я находился в измененном состоянии сознания, очень таких сильных. И у меня не было тогда ни концептуального описания, что это 91 год, тогда почти не было никакой литературы. И да, я читал опять-таки Лао Цзи, там Блаватскую, то, что можно было найти в то время, еще даже Кастанеды не было. Но опыт был очень сильный, то есть он полностью разрушил всю картину мира, которую мне дало общество, скажем, которое я имел о себе, о том, как мир устроен. В каком-то смысле это были сатори на протяжении 3 месяцев. И были показаны очень разные измерения, начиная от того, что можно назвать адом,
То есть вот мир ада и очень тяжелые пространства, не человеческие, не физические. И было показано, что можно назвать раем. То есть это абсолютно вот экстатические формы существования, энергии. И вот весь спектр, да, я просто проживал очень глубоко. Вот. И потом, когда вот эта интенсивность закончилась, у меня, конечно, было масса вопросов, что это, откуда и кто я после всего этого. И, соответственно, дальнейший период это был период поиска, выяснения, поиска ответов на то, что происходило. И, конечно, книги я уже по-другому читал. И, скажем, читая Кастанеду, я уже процентов там, 50 того, что он описывает, я просто понимал, что это было прожито в этих состояниях, и это узнаваемо. И, в общем-то, такое было начало, скажем, всего. То есть у тебя было, получается, ты от опыта шел, да? То есть у тебя сначала опыт, потом ты стал Да, искать. да, во многом, конечно. И он не был следствием моих практик в то время. Вот как раз я не знал, как практиковать. То есть практически... Да, я занимался немножко там философским аспектом учения. Я занимался ушел китайским, да, каким-то цигуна, крия, да, вот эти аспекты психологии немножко интересовался. Но сила опыта, она, конечно, несопоставима ни с чем, что я мог бы сделать сам. Вот, и... То есть получается, что практика – это некий инструментарий, в твоем случае был, для того, чтобы вернуться к тому опыту, да, еще раз вернуться к нему, да, к этому источнику этого опыта. Ну, это исследовательский процесс был. Но, во-первых, опять практика, она корректировала и меняла мои периферийные системы. То есть физическое тело, эмоциональное тело, потому что ну, как правило, все мы несем какие-то заряды напряжения, негативности во всех телах. И установки в голове ментальные, которые нам просто мешают жить. И часть работы была посвящена просто вот этому относительному уровню для, опять-таки, позитивности, проживания относительного аспекта жизни. Но часть внимания всегда искала некую абсолютность, то есть то, что не затронуто временем, пространством, относительностью, да, то есть это всегда было параллельно. И опять, на мой взгляд, почему, скажем, иногда вот практики, которые чистят относительные уровни, они помогают, потому что, чтобы открыть некие более сакральные зоны, требуется ресурс внимания. То есть мы просто их не замечаем. Они в каждом человеке есть, да, просто не замечаются. И, соответственно, когда мы что-то обнаруживаем, это инструменты внимания. То есть, если я что-то нашел, значит, мое внимание замкнулось на это явление, или объект, или переживание, и это стало моим осознанным переживанием. Да, я говорю, я это нашел, я это обнаружил. Соответственно, вот эти более глубинные слои, они не обнаруживаются, включая слой универсального присутствия, да, как некий экстаз жизни, некий покой, да, вот, постоянный, некое чувство свободы, безусловно. Мы просто это не чувствуем субъективно. То есть нет, мы можем читать об этом, но в субъективном переживании это большинство людей не имеет. А это существует как некая данность Вселенной. И, соответственно, вопрос, почему внимание не может это зарегистрировать, если это есть вот прямо сейчас. Как правило, большинство людей оно просто поглощено проблематикой внешнего плана, проблематикой внутреннего плана. А проблематика, если зона больна, если она, скажем, напряжена, она, естественно, внимание тянет на себя. То есть это естественный процесс, потому что любая боль, любой дискомфорт – это способ системы привлечь внимание, чтобы начать решать эту проблему. Вот. Если у человека очень много таких зон, и он пытается искать Бога, медитировать, то у него просто нет ресурса внимания. То есть оно все схвачено вот в этих вот напряжениях и паттернах. И просто, да, можно научиться, как то, это другая часть практики, можно научиться отлеплять внимание от проблемных зон. Да? То есть проблема осталась, как некая там, энергетическая проблема, да? Но я внимание могу отлепить. Куда-то в другое место. Да, просто ее высвободить. Вот это 5-я ступень йоги Патанджали. А ты имеешь в виду, когда внимание мы вообще освобождаем? Да, высвобождаем. Я освобождаю внимание от какого-то сцепления с объектом, с каким-то, да? Пратьябхара это называется. Да? То есть я высвободил внимание. И, соответственно, если я могу высвободить внимание даже в больном теле, там, с больной психикой, с больным умом, я могу внимание высвободить и направить его туда. Ну, значит, я могу.
Это тоже большинство людей не могут сделать. Поэтому для многих людей способ, скажем, расслабить систему, да, ну, излечить ее, исцелить, чтобы она отпустила внимание за счет своего здоровья, это часто более доступен. Опять и так можно тренировать внимание. То есть, поэтому, когда мы занимаемся относительным уровнем, мы косвенно помогаем, скажем, процессу поиска абсолютного, потому что внимание просто захвачено этим уровнем. Поэтому, собственно, люди уходили там в ретриты, в затворы, чтобы не взаимодействовать с внешними раздражителями. Это же та же идея, да, чтобы внимание не уходило на внешнее, да, чтобы весь потенциал внимания, который есть у данного человека, он был направлен на соединенность с высшими сферами. Вот. Но можно изолироваться физически, но внимание перехватится какими-то эмоциональными проблемами, мыслительными паттернами. Да? То есть это тоже надо или отцеплять внимание уметь, или эти системы просто растворять через работу с этим. Это два вида практики, то есть типхара, как способность соединять внимание, и снятие напряжения, это, я считаю, в общем-то, базовыми. То есть человек должен понимать, и опять важно понимать, что практика, она, если есть мастер, она это обозначает, она не ведется опять через персонализацию, то есть что Вася, да, практикует. То есть с самого начала, конечно, можно обозначить, что практикует сознание, то есть сознание универсальное, которое загипнотизировано, да, и оно находится в гипнозе, и оно пытается выйти из этого гипноза, то есть почувствовать себя в состоянии разгипнотизированности. Какое оно, да, какой вкус у меня, когда я не загипнотизирован. И если практика в таком ключе понимается, она не формирует эго, она не формирует персонального делателя, потому что она ведется сразу из правильного контекста. Вот если все это учитывать, да, если это понимается сознанием в человеке, тогда, соответственно, вот идет такой процесс вызревание самого сознания в контексте того, что является его содержимым, да, то есть освобождение от... Это и есть то, что называют освобождением, да, получается, освобождение внимания. Да, но это первый шаг, то есть я должен выделить вот это чистое присутствие и научиться присутствовать, не определяясь никакими явлениями, которыми я воспринимаю, неважно, внешне или внутренне, да, то есть я неопределенным остаюсь. То есть я ухожу в состояние невинности, как Иисус говорил, то есть чисто вот эта бытийность. Вот. Но по сути это первый шаг, и вот атма-вичара, кто я, да, она начинается с этого. То есть пока я определен, задавать себе вопрос, кто я, ну это немножечко, скажем... Игра. Но это не серьезно, да, не совсем серьезно, потому что я уже определен, я уже христианин там, или буддист, или я там Иванов, или... То есть я якобы от лица этого задаю вопрос, кто я. То есть я не являюсь в этом смысле чистым. Вот. Поэтому первый шаг, это, как в буддизме, это нети-нети, то есть я не то, я не то, я не то. Да. Второй шаг, вот когда я уже перешел в это состояние, по сути, состояние Христа, то есть чистого присутствия, да, я могу задать вопрос, кто я. Вот, то есть Рамана Махарши, вот эта практика атма-вичара, она начинается для Христа, для Иисуса. Ну, как я это вижу, да, что Иисус, когда он вызывает к Отцу, условно говоря, да, к источнику, то есть вот к сердцу, как Рамана Махарши сказал, эта обращенность, она может быть в виде молитвы, если для меня источник это Бог, да, и как нечто внешнее. Или она может быть как атма-вичара, если для меня источник это мое собственное сакральное селф, да, я. Но опять, подлинная молитва и подлинная атма-вичара, она уже требует чистоты сознания, то есть я уже должен быть очищен от всех форм идентификации. Вот. И вот это уже не совсем практика, это не, потому что там уже нечего практиковать, там нет никакого инструмента, и поэтому вводится понятие грейса, милости, то есть когда в этой чистоте, сатвичности, как сказали бы на Востоке, я получаю некое откровение о своей природе за пределами феноменального измерения. Да, то есть. Но до вот этого уровня, скажем, чистоты, соответственности, мы можем говорить о практике, как о процессе выхода сознания от слипания с тем материалом, который оно воспринимает. Вот. И опять, надо или не надо, но человек сам должен смотреть. То есть тут важна какая-то честность с собой. Если ты видишь, что ты, ничего не делая, просыпаясь, ничего не делая, ну, значит, пожалуйста. Если ты чувствуешь, что переставая практиковать, ты начинаешь засыпать, увлекаться, ты становишься более раздражительным, более томасичным, да, более напряженным.
Зачем кому-то спрашивать, надо ли мне практиковать? Скажи, пожалуйста, вот сейчас, на данный момент времени, да, уже вот в своем понимании, которое происходит у тебя, немножко в терминах покопаемся для того, чтобы понимать, что мы говорим на одном языке, и наши зрители тоже это понимали. Сейчас мы говорили о внимании, да? И практика, как я понимаю, это работа с вниманием. Ну, это одна из частей практики. Да. Ну, это основа. То есть основа все равно, мы же начинаем с внимания, без внимания получается, что, куда же мы пойдем, если... Ну, что такое внимание? Но я бы определил внимание как некую способность субъекта знать об объекте. Да? Это, само внимание, оно не является объектом, да, это некая сила, некая способность, которая является качеством сознания. Да? По сути, когда мы говорим о любой форме восприятия, даже о чувстве «я существую», да, «я есть», есть разделение на два слова «я существую», да, или «я вижу что-то». Соответственно, в «я» мы вкладываем субъективный аспект, то есть видящий или знающий. И, соответственно, «вижу» — это процесс, да, это некое, как раз, или «знаю», это элемент внимания, то есть это некая функция, которую мы называем вниманием. И знаю о чем-то, да, хотя, допустим, о том, что я есть, или я знаю о каком-то явлении, о мысли. То есть внимание — это вот этот процесс, получается? Внимание — это, да, это некое качество сознания, позволяющее вот этой связке субъекта-объекта быть соединенной между собой. И вот эта триада, то есть знающий, то, что знается, и процесс познания, да, вот этот процесс познания, да, или процесс видения, это и есть внимание. Определите внимание, то есть внимание, получается, оно не является ни субъектом, ни объектом. Это еще третья составляющая Вселенной, да, вот, которая как раз она ответственна за соединение субъекта-объекта. И, ну, такая вот интересная, в общем-то, сила, я бы сказал, просто это сила, которая несет свою функцию, вот функцию творения. Значит, получается, у нас внимание — это качество сознания. Но это одно из качеств. Да, одно из качеств. А сознание? Сознание я бы определил как некую как раз триаду, потому что есть феноменальный аспект сознания, да, то есть объекты — это тоже сознание. То есть сознание в некой активной форме энергетической вибрации, да, там более плотной, менее плотной. И есть аспект сознания, как вот эта субъективная пустота, то, что шуньята называют, да, то есть это пустотность, но именно в ней отражаются объекты, да, то есть что субъект, он пустотен. И, соответственно, внимание — это как вот сила, связывающая эту пустотность с объектами, которая позволяет объектам отражаться в этой пустотности в виде переживания, да, то есть это триада, собственно, внимание, пустотный свидетель и объективизация — это все сознание в трех компонентах, да, потому что если оно на эти три компонента не рассыпется, то оно будет тогда в фазе абсолютной. И вот эту абсолютную фазу, скажем, Ниццерат называл источником сознания. Да, то есть для него сознание, ну, в его терминологии больше было вот эта проявленная часть, да, в триаде, а Рабеш называл вот эту фазу источник сознания, или абсолютно называл сознание в покое. То есть в покое оно как абсолют, да, а в актуализации она вот эта вся Вселенная. Но актуализация происходит через вот эту триаду видящее, видимое, внимание. Да? В любом случае, какая бы Вселенная ни была, она должна нести в себе эти три фактора. То есть должно быть переживание, да, переживающий и процесс, и то, что переживается. Скажи, что такое ум? Но я обычно... Употребляешь ли ты вообще? Употребляю, да. То есть есть ум в таком западном больше понимании, да, это наше логическое линейное мышление, да, скажем, левополушарное, вот это вот, то, что мы называем интеллектом, как способность создавать концепции, логику, ассоциации, да, вот это одна форма ума. Вот на Востоке, скажем, там совсем другой сленг, поэтому часто бывает вот непонимание вот сленга тибетского, или вот Атамана Махарши, да, потому что они умом называют как раз сознание. То есть для них ум — это... большой буквы, да, пишется? Да, это, собственно, и есть вот это сознание, ну, вселенское все. И, собственно, когда они говорят «все есть ум», да, они не имеют в виду, что все есть наш интеллект, да, они говорят, что вся Вселенная, собственно, ум — это является всей Вселенной. И что у ума, вот когда Рамана говорит, что у ума есть источник, да, он говорит об абсолюте. Что есть, по сути, то, что они называют умом, христиане называют Христом, если уж на то пошло, да.
Потому что когда Бог Отец проявляется в виде Сына, в виде первой эманации, да, вот этого света «Я есть», то, ну, Рамбам это называл умом. Это первое чувство «я», «я есть», да, это он называл эго. Ну, как бы эго в таком смысле вселенском, таком глобальном. А сердцем он называл абсолют, да, и, соответственно, у него свой сленг. И опять этот сленг, ну, многие читая книги Раманы, его надо понимать, что у него очень специфический сленг, потому что не был, скажем, ортодоксом. Он создал немножко, ну, свой контекст значения слов. И понять его можно только, ну, как глубоко читая его книги и практикуя самому, ты начинаешь понимать, что он вкладывает в эти символы, да, что значит. Скажи, после длительного поиска, после изучения достаточного количества учений, информации, да, которые тоже, наверное, неотъемлемая часть, да, Да, поиска, да. Различные учения, которые есть, они об одном или это все-таки разные цели, разные методы? Но я вижу, то есть мне удается видеть некую единую основу, общую. И для меня, в общем-то, учение – это просто разные сленги. То есть были разные периоды, разные культуры, разные, опять-таки, нации. И то, что переживали, скажем, основатели каких-то традиций, они состояние одно. То есть я вижу абсолютно четко, что это одно состояние, переживание или знание одно. Но выражалось оно, естественно, в сленге, соответствующем культуре того времени и той народности, которая. То есть люди смотрели, то есть любой, ну, Будда, если он живой, он, естественно, ориентируется на то, чтобы быть понятым. То есть он пытается говорить так, чтобы быть, ну, понятым своими современниками. А поскольку современники и культуры, опять-таки, изменчивы, то мы получаем вот разные религии, разные течения, разные подходы. Поэтому сейчас многие люди, они компилируют, то есть они берут, ну, то, что им близко из разных учений, потому что сейчас мир такой стал, что сейчас есть возможность знать и о буддизме, и о хиндуизме, да, и поездить, побывать вот прямо в этих аутентичных источниках этого. Вот. И многие сейчас стали этим пользоваться. То есть, скажем, кому-то ближе вот в одной традиции двигаться. То есть это какая-то предрасположенность человека. То есть, опять вопрос, двигаешься ли ты. То есть вопрос не ты занимаешься в одной традиции или ты занимаешься компиляцией. Да, вопрос, как ты чувствуешь себя лучше. Это первый момент. И второй момент, ну, конечно, если кто-то приходит к реализации, то, по сути, это все, что требовалось доказать. Ну, собственно, неважно, да, как ты шел, ты пришел туда, куда хотел. Ну, соответственно, человек становится сам доказательством правильности своего выбора в пути, да, потому что он в том месте оказался, где он хотел оказаться. Вот пока он там не оказался, ну, правильность его пути, она определяется вот в этих относительных, ну, как я считаю, да? Потому что иначе тогда вообще не на что ориентироваться. Туда ты идешь, не туда. То есть если отбросить относительные аспекты, ну, скажем, трансформации, то ты теряешь все ориентиры. То есть тогда как понять вообще, чем ты занимаешься и так далее. Поэтому я считаю, что ими не надо пренебрегать. То есть пока они есть, лучше учитывать вот эти вот моменты. Вот такой вопрос. Как ты можешь описать, сказать вот своим языком, своим видением, как все устроено на самом деле? Каким все является на самом деле без относительного восприятия? Без относительного восприятия, ну, все, без вот личностной оценки, да, которую вот мы очищаем для того, чтобы увидеть там, как все устроено. Как ты можешь сейчас вот это описать для себя? В основе за каждой формой лежит вот эти измерения любви, свободы, покоя. То есть это фон творения, то есть, всегда присутствующий в любой точке. То, что можно назвать сатвическим умом, Христом, да, логосом.
И дальше идет снижение вибраций и потеря качеств. То есть сознание, как происходит? Изначально сознание, когда проявляется из абсолюта, оно находится в садчитананда, да, как говорят на Востоке. То есть это знание, то есть оно знает свою природу, оно благостно, да, и оно осознает свое существование. То есть чит, да, осознавание, сад, знание, истина, сати, да, и ананда, блаженство. Вот первые качества жизни. Они остаются такими все время. Вот на этом тонком вибрационном плане они все время присутствуют. И это в каждом существе, в каждой форме это есть. Это можно выделить с помощью восприятия внимания. То есть, если говорить об абсолюте, то он за пределами переживаний. Мы не можем пережить абсолют, да, свою абсолютную природу. Но первое, что можем пережить, это сачитананду. Вот если говорить о высшей форме переживания, то да, это возможно, это может быть опытом. То есть абсолют не может быть опытом, да, та природа, потому что там тотальная целостность. Здесь переживает, получается, все равно ум. Ну, грубо говоря. Что переживает? Но вот если мы говорим о первой форме проявления, да, вот это «я есть», то это способность сознания переживать само себя, как солнце горит, да, оно не требует источника освещения, чтобы увидеть, потому что оно само светит. То есть сознание осознает себя без опоры на объекты. То есть оно может осознавать, да, себя без опоры на объекты. Это чувство «я есть», оно не нуждается в каком-то другом переживающем, потому что оно переживает самое себя вот этим вот расслоением на три фазы, да, то есть знающий я и есть, да, как некая энергия уже присутствия. И вот это знание, что я существую, это одна форма знания, и в нем может быть блаженство, то есть я благ, да, и я знаю, что существую. Но в этом аспекте может быть еще элемент сати, истины, что я знаю еще, кто я. То есть я не просто знаю, что существует, потому что даже в этом чувстве присутствия вселенском может произойти, скажем, потеря знания, кто я. Ну, как вот в маленьких детях, они еще не знают, не определены через форму, но у них нет знания себя как высшего, да, то есть это просто чисто, то есть они уже знают, что они есть, но если его спросить, кто ты, он тебе не ответит, потому что он еще не определен обществом, не определен мудростью, да, то есть он просто вот в этом состоянии. И соответственно, изначально есть и знание себя, и блаженство, и знание источника. Да? То есть это как когда Христос, словно говоря, знает Отца. То есть он еще... Когда вибрации падают, то что мы получаем? Если теряются все три составляющие, мы получаем инертный объект. Да? Вот, скажем, в объекте там нет самосознавания, нету знания истины, ну и нету, собственно, блаженства. Когда возникает живое существо, то есть материя таким образом организуется, что кора головного мозга может отражать вселенское присутствие в виде вторичного света телесного сознания. То есть и возникает чувство «я существую», то есть «я есть». Но то есть я как бы восстанавливаю, в живом существе восстанавливается один из аспектов первичного присутствия. Да? Но там нет чувства благости, может не быть, да, и нет чувства знания, кто я. Хотя дети, они более благие, опять-таки, да, чем... То есть там еще благость как фоном может быть. Потом она теряется. Это как я вижу, что, собственно, задача, ну, как можно рассмотреть, что задача – это восстановить упущенные компоненты, то есть чтобы я вот на этих уровнях вибраций, вот в этой плотности, да, мог проживать то, что проживается внетелесно в сознании. Да? То есть благость, знание себя и чувство присутствия. То есть чувство присутствия есть у каждого человека, да? Но благости, как правило, во многих нету, именно субъективного, да, поля благости переживания. И нету знания, кто я подлинного. Соответственно, вот мы путем практики пытаемся восстановить сначала благость, потому что когда мы входим в измерение неотождествленного сознания, то это благостное чувство. То есть там возникает вот это переживание экстаза, переживание любви. То есть это все вкус неотождествленного сознания. То есть, когда я не отождествляюсь, он не чувствует любви, экстаза и свободы, но это, скорее всего, ментальные какие-то его игры. Потому что это чистый вкус вот такого. То есть это качество вот этого вот... Ну, это качество неотождествленное, то есть это критерий. Любовь это
качество, критерий, да? Ну да, это как природа воды быть мокрой, да, природа сознания, которое не отождествлено с формой, да, то есть которое стерло чувство эго путем вовлечения, оно будет благостное и любящее. И, соответственно, если кто-то рядом испытывает боль, да, или страдания, то будет эффект сострадания, да, то есть это автоматическое отражение ситуации чистым сознанием. Почему в буддизме, да, страдание, оно, Иисуса тоже, потому что это неизбежно, то есть ты это не можешь культивировать, то есть если ты как человек пытаешься это культивировать, это все подмена такая пластиковая. То есть да, это социально может красиво выглядеть, но это все не то, о чем говорят там мастера, да. А если ты действительно снял идентификацию, то ты по факту получаешь все качества, присущие неотождествленному сознанию. Но, то есть, получается, мы восстановили элемент ананды, да, то есть благости, свободы. Вот. Но дальше еще элемент сатья, да, потому что кто переживает благость, вот где источник этого, да, какая сила создает эту форму благости. И вот тут уже идет атмавичара, такая настоящая, да, когда мы пытаемся восстановить уже третий компонент, когда вот Иисус молится Отцу, да, чтобы он ему открылся. Вот это вот. Будучи уже Иисусом, да, он ему молится. Вот и приблизительно в такой терминологии, контексте, в таком пытаюсь взаимодействовать. Ты проводишь сатсанги, да? У тебя есть сатсанги. Сатсанги ты называешь, да, вот это да. мероприятие. Какова цель этих сатсангов, что на них происходит, и есть ли у тебя любимый инструментарий, который, уже, знаешь, отработанный, что ты понимаешь, вот это вот эффективнее всего сейчас в наше время работает с современными умами. Что сейчас, на твой взгляд, эффективно в наше время? Эффективно то, что человеку подходит. То есть, как и во все времена, вот Оша об этом говорил, что 112 техник тантры, которые Шива передал Парвати, да, они были для 112 типов людей. Гурджиев об этом говорил, да, что есть там другое количество типов, да, но он говорит, что каждому типу работает свой метод. И у него были группы Гурджиева, которые эти люди друг о друге вообще не знали, потому что Гурджиев с ними был разный, он работал совершенно разными инструментами. Да, то есть он понимал, каким людям что будет эффективно. Поэтому, по сути, вот когда мастер живой, его задача это понимать предрасположенность человека и экспериментировать, может быть, если он не понимает, он просто экспериментирует, да, что-то дает, смотрит, как для этого человека это будет работать. Если не работает, может что-то поменять. То есть не всегда, но есть возможность там, с первого взгляда понять, что... Плюс человек сам экспериментирует и учится тоже, вот, наблюдая себя, понимать, что ему подходит, а что нет. То есть это постоянный процесс эксперимента, и более того, бывает так, что какая-то практика работает там год, два, три, и потом она для тебя перестает работать. Ты ее выработал, ты должен не по инерции не продолжать ее тупо делать, потому что она работала 3 года назад, а увидеть, что она не работает, признать это и искать тогда другой процесс. То есть это все очень такой гибкий, живой в общем-то, механизм. И опять, если у человека есть наставник, он дает ему обратную связь, потому что человек может сам не увидеть, да, тогда ему может мастер сказать. Но опять важно не только надеяться, что тебе скажут, а развивать свою способность в этом. И поэтому я не вижу универсальных практик, вот, которые бы работали для всех. То есть это все подбор. Поэтому опять малые группы, они более эффективны, потому что когда есть возможность более индивидуально людей видеть, общаться, потому что когда уже толпы, массы, это... Человек может открыться, да, больше? Да. Ну, кому-то легче открыться, да, вот в такой более камерной обстановке. Вот. То есть, когда это уже массово, то больше идет уже ответственность человека, потому что мастер не может с каждым лично вот, общаться, да, и то есть, мне просто времени не хватит. Поэтому Гурджиев, допустим, он очень избирательно отбирал людей, да, и он никогда не работал с большими группами. Это был его, стиль. То есть он не хотел толп, да, он хотел, знать каждого, да, и с каждым иметь возможность работать. Там другие мастера, у них там очень большие аудитории, там, да, но у них тогда теряется вот эта вот возможность хотя бы вот общаться с каждым человеком. И это имеет свои побочные эффекты, безусловно, да, когда вот нет возможности такого прямого контакта. То есть тебе нравятся сейчас такие более камерные, да,
встречи эффективные получаются? Ну, мне нравится, да. То есть, скажем, да. Бывает, вот, когда фестивали, интересно, конечно, поговорить ну, с большой аудиторией, это тоже по-своему атмосферно может быть, и красиво, и глубоко может быть, как и с Намоте, допустим, довольно там тысячные аудитории были. Вот. Но опять для работы, я считаю, более глубокой, более качественной, потом уже все равно это все должно дробиться на маленькие группы, да, и уже работа идет ну, в более таком близком контакте, если есть такая возможность. Скажи, наверняка сейчас вот в наше время сейчас достаточное количество мастеров, хорошо, что они появились. И, возможно, ты кого-то знаешь. Кто тебе близок по языку? Ну вот по изложению тебе кажется, что вы похожи? Ну, под похожих прямо никого бы не назвал, но вот в плане выражения, вот из тех, кто живой сейчас, да, ну, конечно, Оша, я считаю, он гениален в плане. Мне нравится очень Нисаргадат, то есть у него точный язык, то есть он очень лаконичен, но он точно, язык Рамана Махарши, безусловно, очень точно, очень всем приводящий к одной точке. Вот из современных я бы отметил Джаги Васудева, Садхгуру, его стиль работы с аудиторией. Вот он, конечно, изменился, потому что я его беседы слышал, читал и слышал, когда у него было очень маленьких учеников, как раз человек, там, может быть, 70-100 было на его ретритах. Вот совсем другой язык, совсем другой как бы, посыл. Сейчас, когда он общается, опять-таки, с тысячными аудиториями, и очень много людей там, скажем, не практикующих, а приходящих после полу, ему приходится язык, конечно, менять. На поверхность, да? Вот, там другой язык. Мне, конечно, больше нравится, вот, когда мастер общается с посвященным кругом учеников, да, это совсем другая глубина языка и выражений и так далее. Вот, но опять это его выбор, массовость, да, то есть вот он предпочитает, чтобы больше людей просто хотя бы прикоснулось к учению, да, как могут. Но опять, как он играет с языком, как он строит какие-то конструкции, да, я считаю, что достаточно талантливо. Да. По-своему мне нравится, опять, там можно говорить о, скажем, плюсах-минусах, да, как в любом, то есть нет чего-то совершенного. Всегда можно сказать, что вот здесь вот такой стиль, он... Вот. Но мне импонирует, как, скажем, Карл Ренц играет там, да, с именно выражением учения, слова, да, как бы, вот это тоже... в общем-то... Инструментарий, лексикон. Это совсем не то, что делаю я, но мне нравится. Его стиль, он, ну, скажем, самобытен, необычен, да, так по-своему. Спасибо тебе, что ты пришел за эту прекрасную беседу. Друзья, у нас в гостях Сумиран. Приходите на сатсанг, задавайте свои вопросы в комментариях под этим видео. Ссылочки на канал Сумирана тоже внизу. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить колокольчик для оповещения. И в следующий раз, я думаю, мы уже встретимся с зрителями здесь, с активными участниками, кто будет задавать вопросы. Приходите к нам, и Сумиран сможет ответить лично. Пока, друзья. Или не сможет. Или не сможет. Ну, пока. Спасибо. Я, с одной стороны, стараюсь, конечно, говорить доступно, вот, чтобы максимально людям было доступно. Но какие-то вещи, ну, как вот Кришнамурти говорит, что учение не может быть спущено до вас, вы должны подняться. То есть, ну, и какие-то вещи приходится говорить, как они есть, их нельзя адаптировать, человек должен вырасти до них. Вот то, что можно адаптировать, я стараюсь адаптировать, то, что нет, соответственно, уже. Я на какие-то искажения учения или компромиссы, в каких-то вещах не иду, потому что это просто искажает.